Всем привет! Любое гадание состоит из двух частей – подготовка и само гадание. И первая часть не менее важна, чем вторая, иначе это будут уже не ответы высших сил, а банальный рандом, то есть пальцем в небо. Зеркала, блюдца и свечи мы сегодня использовать не будем, чтоб нам не явилась нечисть, а в ход пойдут монеты. С монетами они тоже участвуют, но в наш мир не являются. Кстати, гадание на монетах еще называют китайское гадание, не знаю почему. Мы научимся 3 способам гадания на монетах: 10 монет, 3 и 1. Итак, подготовка. Возьмите 10 монет одного номинала, которые не были в обороте. То есть монеты должны быть либо с коллекции, либо новые, либо с копилки, либо поищите упавшие за диван лет так 5 назад. Те, которые вам сегодня дали на сдачу в магазине, не пойдут. Если у вас таких монет нет, возьмите любые, положите в тряпочный мешочек и положите в темное место на 3 дня, чтобы они очистились от энергии людей. Никому их не давайте и даже не упоминайте. Лучшее время для гадания – это новолуние и церковные праздники. Именно в это время те силы максимально активны. Да и душевно и психологически человек в нужном состоянии. Хотя есть и обратное мнение, что именно в эти дни такие нельзя гадать, но мы не из таких. Также нельзя гадать в любое воскресенье или если у вас дурное настроение. Это знак, что не самый подходящий момент. Также откажитесь от гаданий, если за окнами плохая погода, дождь, ветер, вьюга и тому подобное. Начнем гадание. Возьмите 10 монет в руки. Подержите их, мысленно думая о теме гадания. На что вы ждете ответ высших сил? Передайте им свою энергетику, зарядите их и бросьте на стол. Посчитайте, сколько у вас выпало орлов и сколько решек. И сравните с таблицей. Я все таблицы оставлю в описании. Напомню, решка – это лицевая сторона, там где номинал монеты. Орел – это оборотная сторона, соответственно. В данном случае у нас выпало 6 решек и 4 орла. Чтобы гадать на одной монете, вам понадобятся дополнительные приготовления. Возьмите картонку, абсолютно любую. Я вот взял, какая попалась мне первая на глаза, и разрежьте эту картонку на 9 квадратиков. Размер квадратика должен быть размером с монету. И на каждом квадратике напишите числа от 1 до 9. Далее переворачиваем цифрами вниз. И перетасовываем. Далее укладываем в 3 ряда по 3 штуки. Расстояние между картонками должно быть чуть больше монеты. Вот примерно вот так вот. Чтобы они не ерзали, я их прихвачу скотчем. Далее, как обычно, возьмите монетку, потрясите, задайте ей мысленно вопрос, можете вслух, и отпускаем над самым центральным квадратиком. Запоминаем, какой стороной у нас упала монета, в данном случае это орел, и смотрим номер цифры. Орел 8. И сравниваем вот с этой таблицей. Если у вас монета упала между картонками,
так вот, допустим, или вот так вот. Повторите кидок, но попросите монету предсказать вам будущее более тщательно. Если такая ситуация будет трижды, отложите гадание на неделю. Духи сегодня к вам не благосклонны. И, наконец, самый сложный, долгий, но в то же время и самый увлекательный, по-моему, и самый китайский способ гадания по 3 монетам. Итак, подготовка. Возьмите бумагу, ручку, либо карандаш, неважно, и 3 монетки. Монеты возьмем в руки, потрясем, загадаем наше желание и бросаем. Если выпало 3 или 2 решки, то рисуем на листочке прерывистую линию. Если 2 или 3 монеты упали орлом, то рисуем сплошную линию. В нашем случае мы видим, что у нас решки. Рисуем прерывистую. Берем монеты. Опять думаем то же самое, что мы хотим знать о будущем. Кидаем 3 орла. Следующий бросок рисуем сверху линии. Так, у нас 3 орла. Пишем одну сплошную линию. Третий раз кидаем. Думаем над нашим вопросом. 2 решки. Решки у нас прерывистая. Рисуем сверху. И так надо повторить 6 раз. 2 решки. Прерывистая. 2 орла. Сверху. Сплошную. И 6-й раз думаем о нашем гадании. 3 решки. Прерывистую. Вот наша получилась гексаграмма. Далее делим ее на 2 части. Верхняя часть, нижняя часть. И смотрим на нашу таблицу. Она у вас появилась на экранах. Верхняя часть нашей гексаграммы — это верхняя часть таблицы. Вот. Нижняя часть — это у нас уже нижняя часть таблицы. Вот это самое. То есть вот это у нас получается горизонт. Вот это вертикаль. Смотрим на пересечение цифру. И эта цифра и есть ответ на наш вопрос. Самый точный ответ считается.